Привет, мои хорошие! Сегодня я в Порт-Лише. Несколько дней не выпускала видео. Причина была, потому что произошло трагическое событие и в моем родном городе. Вы знаете, в самом начале, еще когда мы только переехали в Ирландию, мне в комментариях написала одна женщина: зачем вы переехали, почему у вас же в вашем регионе все тихо, спокойно. Я тогда написала, что нет гарантии того, что это так и будет, и я приняла такое решение, потому что вокруг происходили ужасы, и я склонна анализировать события и думать о безопасности моих детей в первую очередь. И вот пару дней назад произошла трагедия. Последнее время мой родной город Акерман или Белгород-Днестровский очень сильно обстреливается вражескими ракетами, и пока жертв не было до этих пор, были разрушены только очень много зданий, домов, люди остались без жилья, и каждый день в этом страхе дети, люди. Но вот позавчера ракета прилетела в мою родную школу, 4-этажную. И это был как раз второй день, только прошел выпускной у детей, и дети пришли сдавать книжки, и было какое-то еще там спортивное мероприятие, учителя были на работе, и как раз ракета влетела за 2 минуты, она очень быстро, люди не успели спуститься никуда, и прилетела на 4-й этаж, там, где находилась в это время музыкальный руководитель, я ее знаю с самого детства, чудесная женщина, она не успела спуститься, и она погибла, и также погибло еще 2 человек, очень много раненых, детей. Один мальчик спас своего друга, смелый, они сейчас в больнице. В общем, мое сердце болело, и я позавчера, знаете, думала о том, что какая же я умничка, что я приняла это решение когда-то, потому что моя психика этого не выдерживает и не выдерживала на тот момент, и я за то, чтобы дети жили в спокойствии, не слышали сирен, не слышали этих страшных выбухов, и от взрыва разрушилось здание, где раньше я жила прямо возле школы, и прям квартира рядышком с моей, где мы жили, такой дворик, и разрушены, повреждены квартиры, люди остались без жилья, где-то разрушено так, что нужен просто капитальный ремонт, и вообще неизвестно, скорее всего, что это здание уже будет непригодно для жизни. Это очень тяжело, особенно когда это касается вот уже людей, которых ты хорошо знаешь, твоего близкого окружения. И, конечно же, переживаю за родных, близких. И поэтому настроения, конечно, снимать видео не было. Немножко приходила в себя, пила успокоительное. А сегодня запланировала поездку в Порт-Лиш. У моей дочки 1 июля день рождения. И хочу ей купить то, что мы выбрали. Заранее я заходила в магазин игрушечный и пофотографировала то, что мне понравилось, и она выбрала. И посмотрю кое-что из одежды. Она заказала или леопардовый какой-то костюм, если нет, то со Стичем, или в крайнем случае с котиками. Вот у меня есть чуть меньше 2 часов, чтобы быстренько все купить, и покажу вам, что я буду покупать, что я найду, какие цены. Оставайтесь со мной. В этот магазин игрушечный, вот такой он большой. Раньше я покупала в Смит-Тойсе, заказывала по интернету, но сейчас отличный магазин, находится в центре. Вокруг много других магазинов. И начну вначале с игрушек, а потом уже
Пойду посмотрю из одежды. Вот здесь отдел кукол, лол. В общем, огромное количество всех кукол. Это такой больше девчачий отдел. Ну, не только, но в основном девчачий. Здесь Ева заказала Rainbow High. Так, если я не ошибаюсь, вот эту синенькую за почти 25 евро. Сейчас посмотрю точно, она ли. Цены на Rainbow High, видите, вот 17, ну 18, 18. Есть такие маленькие, но Ева не хочет, говорит, что они подделочные. Не знаю, почему она так думает. Правда, нет, но рассказала, значит, не хочет. Есть такие наборчики вон маленьких. И цены разные. Вот 34, вот 35. 35 есть. Вот где-то я за 17 видела. Да, они здесь повторяются. Вот набор за 70 евро. Прям такой. С несколькими, наверное, это. А, еще и с мальчиком, да. Да, это она. Такая единорожка возле нее. Туфельки, сумочка. И сейчас еще возьму одежку дополнительную. Посмотрю, если есть еще. Хотела заказать по интернету. Там была только кукла, а остального то, что я хотела. А вот оно. Если я не ошибаюсь. Вот дополнительная одежда. Сейчас посмотрю, есть ли еще что-то. То по интернету нет там в наличии. Вот всякие такие куколки, много Барби. Такие капсулы разные, домики, музыкальные инструменты. Вот гитары, кейборд and микрофоны различные. Еще игрушки. Разные. А, вот еще вот эти такие смешнючие. И что-то. Так. Единорожки. Вот это так больше для малышей. Здесь всякие такие для готовки штучки. Даже вот швейная машинка. Ой, нет, это не швейная машинка. Ошиблась я. Это для кухни набор. Блендер. В общем, все, что пожелаете. Но моим это не интересно. Всякие такие блендеры кухонные. Вот огромные кухни. 70 евро. Вот такая. 159. Но это прям что-то огромное. 99. Ну, 100 евро. Пылесосы такие детские. Здесь коляски даже различные. Здесь разные коляски. Ева вначале хотела коляску для куклы, но говорит, что не поместится. Вернее, не для куклы, для ее котов длинных. И говорит, что маловато будут, поэтому нет, все-таки решила куклу. Уже больше пацанячий отдел. Не только, но в большинстве. Различные роботы, человечки, супергерои.
С этой стороны тоже всякие самолетики, электронные машины. Такие еще штуки. Не знаю, что это такое. Динозавры. Оружие. Самолет огроменный. 40 евро. Интересный самолет, кстати. И какая-то, что это? Ага, база такая. Надо посмотреть, может что-то из этого, может что-то из этого Родьке понравится. Танки. Ну, солдатики, они такое не любят, но космическая станция есть. Ракеты запускать. Тут такое есть. Кто любит человечков, войнушки вот такие. Ну и, конечно же, огромное количество различных машинок различного качества. Я не знаю даже, что это такое. Инструменты какие-то или что это? Вот такой отдел огромный. Тут их несколько. Не все показываю, но частично покажу. Несколько отделов разных. С велосипедами, роликами. Много-много всего. Так что здесь можно на любой вкус подобрать ребенку. Огромная такая техника. Тоже что-то прям на улице кататься. Вот видите, что много всего. Велосипеды. Здесь мы ролики, кстати, покупали вот в этом отделе. Сейчас я их здесь не вижу. Самокаты. Вот 59 разные самокаты. 69. Не вижу сейчас велосипеды. 90 евро. Разные такие крутяцкие. Я увидела, они поменяли вот здесь теперь ролики. Коляски такие, велосипеды. В общем, я потерялась, не нашла. Сколько раз проходила, девочка помогла мне. Здесь вот несколько разных разукрасок. Вот такие фигурки. Ева выбрала Стича. Вот я взяла. Хочет такого разукрашивать. Это ее один из любимых персонажей. Вот я несколько раз здесь прошла. Так что здесь можно даже запутаться. Столько всего, глаза разбегаются. Ребенка сюда, конечно, заходить нежелательно, потому что будут хотеть все. Вот различные рисовалки такие. Немножко есть. Здесь, правда, не очень много касаемо разукрасок, фломастеров. Кое-что только, но есть. Зато много вот таких вот слаймов и тому подобное. Доски для рисования. Ну, кстати, в этот раз чуть больше. Тогда было меньше, когда я была в прошлый раз. Вот появились еще различные боксы. В общем, для девчонок в этом отделе рай. Такие сумочки различные с боксиками. А что это? Какие-то что-то мастерить. Угу. Вот еще. Да, они немножко меняют, поэтому я немножко запуталась. Такие штучки всякие.
начну с Пениса. Там самые такие недорогие цены. Для детей в самый раз, они быстро вырастают, быстро носят. А потом уже посмотрю еще в Dance Story и в Тики Макс, может быть, если не найду. Такой здесь шопинг-центр. Здесь находится магазин Tesco и Пенис. Из такого то, что касается одежды. И аптеки. Вот мне нравится Boots. Самая классная аптека, в ней много всего. А так, в принципе, больше ничего интересного. У меня любительница Stitch. Два вида Stitch. Это оранжевый такой. И вторая полочка. Здесь тоже шортики. Уже постарше. Но на Еву они такие великоватые будут. По ее возрасту. Вот еще есть со Стичем. И вот еще со Стичем. И здесь. И здесь прям огромные шортики. А вот футболочек нет. А такие я уже Еве купила. Я забыла бумажку с объемами. И сейчас вот думаю, угадаю или не угадаю. Вот 8-9. Но здесь, в принципе, такая узкая талия. Посмотрим. Возможно, будет на нее. Вот я нашла со Стичем. Но единственное, что это Angel, а не Stitch. Но я надеюсь, что Ева будет не против. Это единственное. А вот в принте леопардовом ничего такого нету. Это не совсем то. В кассе вот нашла Еве леопардовый костюм. Но правда 7-8 лет. Не знаю, будет ли на нее. Потом померяем, покажу. Потом нашла вот такой чай, попробуем. Натуральный. Конечно, дороговастенько. Он 5 с копейками стоит, но дети любят перед сном такие вкусняшки с ромашкой. Так что попробуем. Себе сейчас взяла на перекус взяла кефир вот такой. И Еве со Стичем носочки. Еще остались трусики найти, но здесь не было со Стичем. Может быть, и забыла я посмотреть в Пенисе, были ли там трусики. Я нашла трусики со Стичем. Ева так хотела. У нее уже были, здесь немножко другие. Еще есть с котиками, собачками, как вариант. Сейчас подумаю. Решила я взять вот такие с разными животными. Надеюсь, понравится. Взяла 7-8 размер, потому что ей 8-9 уже великовато. Сажусь перекусить. Не успела, я хотела в Польский сбегать, но время пролетело очень быстро. Сейчас перекушу и уже на автобус в 2 часа дня. Небольшое пати, так приятно удивлена была я. Я даже не успела. Много из разных сообществ, представителей разных и афроамериканцев, и ирландцев, наши тьюторы несколько. Сделали такое барбекю, вот там готовят. Вот там он готовят. И вот такую вкусняшку. Даже это организовали в партнершип, и оказывается, я была в числе избранных, потому что из представителей вот украинцев всего несколько человек, и я оказалась в числе, очень приятно. У нас получилось такое происшествие. Смотрите, вот это у меня на 6-7, да? А они оказались идеально. Я так переживала, что будут на нее короткие штанишки. Ева, тебе нравится? Футболочка. Но у нас такое происшествие маленькое получилось. Расскажи. Расскажи. Давайте, что все, можно спокойно отцепить, просто плечики снять. Ну, если тут порыться.
Мама заметила, тетя забыла это. Да, она отцепила на кассе одну. Эта штучка работает. Если какой-то дядя или тетя возьмет это и не заплатит, украдет, то эта штучка будет пикать очень громко. И охрана придет и по попе надает. Так что буду просить соседей, они вроде завтра собираются в Портлиш ехать, чтобы отцепили на кассе. Да, потому что все мы не можем померить. Может быть, просто порвем. Но мама боится, что будет дырка, если испортим такой красивая, я такая богатая в этих штанишках. Как можно такую красоту? Так что Подскажу, а то скажу, подошло ой, все. дырочка должна быть, это дырка моды такой. Не пойдет. Не пойдет. Фотки привезли дети с собой. Это Родькина вот такая общая. Вот такие красивые в стекле. По 25 евро каждая. Вот Родька. Вот Марк. А Евиной нету, потому что потеряли листик с ее фотографией, чтобы заказывать. Но есть общие. И вот еще одна марка. Общая. И вот общая на троих. Вот такая красивая.